В этом видео для профилактики и лечения острой респираторной инфекции или ОРИ я пользуюсь методом цветотерапии и применяю онури-ноктотерапию лечения на ногтевых меридианах. Известно, что простуда возникает от переохлаждения и проходит с поражением респираторного тракта. С энергетической точки зрения к энергии холода принадлежат органы-накопители, мочевой пузырь и почки, которые выходят в состояние гармонии с другими энергиями и начинают над ними доминировать. Острые респираторные инфекции. Речь идет о инфекциях дыхательной системы, которые принято классифицировать как инфекции верхних дыхательных путей, это носовая полость и носоглотка, и нижних дыхательных путей, трахея, бронхи и легкие, и которые проходят с поражением слизистых оболочек, являются органами-накопителями энергии сухости и представлены меридианами легкого и толстой кишки. Причинами острых респираторных инфекций могут быть вирусы, бактерии, а также грибы, которые относятся к энергиям тьмы или по триначалию к энергии нейто. Итого, энергии сухости и холода больше не находятся в балансе с остальными энергиями и начинают доминировать над энергиями ветра, тепла и жара. А энергия влажности берет на себя роль защитника, то есть нейтро, от холода, и в таком случае простуду сопровождает выделение слизи. Сегодня я расскажу о вариантах профилактики и лечения респираторных инфекций методами суджок-терапии. И вы ознакомитесь с одним из многочисленных методов онури ногтетерапия лечения на ногтевых меридианах. Коротко об отношениях между различными энергиями, процессе их уравновешивания или нейтрализации и о нейтросиле. Путь к достижению любого желаемого и эффективного результата лежит через достижение состояния равновесия или нейтро, потому что оно хорошо контролирует энергии гомо и гетеро, в результате чего ни одна из этих сил не доминирует над другой, и болезнь не развивается. Представьте себе аптекарские весы. Для того, чтобы уравновесить эти две чаши или две энергии, надо или в одну добавить вещество или энергию, или из другой убавить вещество или энергию. Рассмотрим, к примеру, возможности лечения острых респираторных и других инфекций, вызванных бактериями, вирусами, грибами и паразитами. Для того, чтобы вернуться или остаться в состоянии здоровья, необходимо нейтрализовать вирусную атаку, избыточный бактериальный или грибковый рост. Для терапии я использую метод онури-ногтетерапии, лечение на пальцевых и ногтевых меридианах с помощью цветотерапии. В зависимости от цвета можно оказывать тормозящее или тонизирующее воздействие на отдельную ногтевую пластину, выбранную с учетом контролирующей энергии определенного пальца. Рассмотрим восьминачальную систему кистей. Две сложенные вместе кисти являются собой нейтро. Большой палец левой кисти соотносится с кетероначалом, а большой палец правой кисти с гомоначалом. Остальные 8 пальцев представляют собой 8 начал. При этом 4 пальца левой руки соответствуют группе кетероначал, а 4 пальца правой руки группе гомоначал. Каждый палец и его ноготь контролируют определенную энергетическую категорию, которая соответствует уровню основных энергий. Ветер, тепло, жар, свет, влажность, сухость, холод, тьма. Распределение 8 энергий на ногтевых меридианах. Повторим еще раз. Ветер,
тепло, жар, свет, влажность, сухость, холод, тьма. Между парами энергии возникают осевые отношения. Например, ветер – влажность, тепло – сухость, холод – жар, свет – тьма. Все инфекционные объекты относятся к энергии тьмы или нейта. И как все гомоэнергии, влажность, сухость, холод относятся к группе гомоначал и связаны с правой кистью. Дистальные фаланги пальцев с ногтями отражают гетеродух, содержат большой потенциал лечебных возможностей, и их использование позволяет оказать быстрое воздействие на весь организм. Поэтому для лечения мы выбираем средний палец правой кисти. Он контролирует энергию тьмы, а на его ногтевом меридиане находим соответствие точкам триначалия. Каждая из этих точек соотносится с определенным возбудителем. Нейта – точка бактерии, гетера – точка вирусы, нейтра – точка грибы, гома – точка паразиты. Для профилактики и лечения любых бактериальных инфекций в данном примере используется метод цветотерапии. Если закрашивать точку нейта зеленым цветом, то это будет подавлять бактериальный рост. Для предупреждения любых вирусных атак закрашивать точку гетера синим цветом, что будет охлаждать, успокаивать повышенную активность вирусов. Для лечения или профилактики любых грибковых инфекций закрашивать точку нейтра красным цветом, что будет восстанавливать равновесие. Для лечения или профилактики паразитарных инвазий закрашивать точку гома красным цветом, что будет способствовать восстановлению внутреннего биологического равновесия. Для лечения цвет подбирается с учетом характера заболевания и осуществляется с помощью фломастеров, тейпов или цветных лаков.